Эпилепсия известна с незапамятных времен. Впервые ее описал древнегреческий целитель Гиппократ. В России заболевание получило название «падучая болезнь». Сегодня мы поговорим с вами об оказании первой помощи при эпилептическом припадке, которая крайне важна, так как неправильные действия могут не только не помочь пострадавшему, но и значительно ухудшить его состояние. Здравствуйте, мои хорошие! Механика возникновения эпилепсии на данный момент точно не выяснена. Однако известно, что судороги начинаются на фоне интенсивного возбуждения участков коры головного мозга вследствие повышенной электрической деятельности нервных окончаний. Как выглядит эпилептический припадок? Сначала наступает фаза тоническая. Ее проявление – конвульсии, потеря контроля над ситуацией, повышенное слюноотделение и так далее. Как правило, вследствие гипертонуса мышц ноги остаются прямыми, а руки непроизвольно сгибаются в локтях. Дыхание сбивается, может останавливаться на несколько секунд с определенной периодичностью. От недостатка кислорода синеет кожный покров, особенно губы. Тоническая фаза длится около 30-45 секунд, после чего наступает клоническая фаза. Клонический период характеризуется попеременным напряжением и расслаблением мышц, конвульсиями и судорожными состояниями. В этот период человек беспорядочно дергается и сгибается в неестественных позах, но при этом не приходит в себя. Больной может самопроизвольно покусывать свои губы или язык, из-за чего в слюне появляется примесь крови. В период полного расслабления мышц внутренние сфинктеры тоже ослабевают, из-за чего может произойти опорожнение кишечника или мочевого пузыря. Предотвратить развитие приступа достаточно сложно, однако по определенным показателям можно понять его приближение и отвести больного в безопасное место, где можно лечь. За несколько минут до возникновения эпилептического синдрома больной может страдать от беспокойства, повышенной тревожности. У него могут появиться галлюцинации различных видов. Существует несколько видов предэпилептических состояний, так называемые ауры. Речевая аура. Больному становится трудно говорить, он не может подобрать правильные слова. Психическая аура. Внезапное, ничем не обусловленное чувство грусти, тоски, повышенная тревожность, панические атаки или, наоборот, резкий прилив энергии и радости. Вегетативная аура – нарушение функций исполнительных органов, сосудов, желез секреции и мышц. Сенситивная аура – искажение ощущений внешних раздражителей, чувство сильного холода или жара, нарушение ощущения своего тела. Сенсорная аура – изменения в слуховых, обонятельных и зрительных ощущениях. Окружающих часто пугает увиденная картина во время приступа, и они не знают, как помочь человеку в таком состоянии. Как правило, для оказания первой помощи не требуется обладать специфическими медицинскими знаниями и навыками. Однако для этого существует четкий алгоритм действий, которого следует жестко придерживаться, чтобы не нанести своими действиями серьезного ущерба здоровью пострадавшего. При оказании первой помощи следует зафиксировать время начала приступа, не дать человеку упасть, постараться вовремя подхватить его и аккуратно уложить на спину, положить под голову дополнительный мягкий предмет, подушку, сумку, одежду, чтобы смягчить удары о пол или землю, убрать все потенциально травмоопасные предметы поблизости. По возможности положить больному свернутую мягкую ткань или любой нетвердый предмет между челюстями, во избежание прикусывания губ или языка. Голову больного следует положить на бок, чтобы он не захлебнулся слюной или рвотными массами. Снять пояс, ожерелье, головные уборы и все вещи, которые могут сдавливать, причинять дискомфорт и затруднять дыхание. Если ситуация происходит в закрытом помещении, необходимо открыть окна или двери, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Зафиксировать время конца приступа. Это поможет в дальнейшем при постановке диагноза. Важно неотлучно находиться рядом, пока симптомы не пройдут окончательно, минимум 15-20 минут. Если нет прямой угрозы жизни и здоровью, то лучше активно не вмешиваться в ход событий.
Излишняя активность от желающих помочь нередко может навредить дальнейшему самочувствию. Ни в коем случае нельзя во время приступа больного переносить, кроме случаев, когда ему может угрожать опасность, например, на проезжей части, возле огня, на лестнице или в воде. Строго противопоказано пытаться удерживать бьющегося в судорогах человека. Мышцы из-за сокращений перенапряжены, и излишнее давление на конечности или позвоночник увеличит риск их повреждения. Существует устоявшийся стереотип, что эпилептику необходимо вставить что-нибудь между зубов, чтобы он не откусил язык. Обычно в качестве подходящего предмета называют ложку или ключи. Ни в коем случае так не делайте. Лицевые мышцы напряжены не меньше прочих. Подобные действия могут привести к травме зубов, слизистой оболочки полости рта, верхней и нижней челюстей и самого языка. Также эта мера чревата последствиями и для тех, кто хочет оказать первую помощь. Челюсти сжимаются с такой силой, что эпилептик может откусить палец, которым ему хотят открыть рот. А риск, что эпилептик откусит собственный язык – вредоносная ложь. Это такая же мышца, как и все остальные. Когда она находится в состоянии гипертонуса, вероятность откусывания или западания языка стремится к нулю. Очень важно не давать эпилептику лекарства, даже если какие-то медицинские препараты обнаружились в карманах или сумке больного. В стрессовом состоянии легко неправильно рассчитать дозировку, в том числе специально предназначенного препарата. Также не исключено попадание лекарственных средств в дыхательные пути. После эпиприпадка больному необходим покой и отдых, так как во время приступа организм истощает ресурсы и нуждается в их восполнении. Постарайтесь избавить его от всех раздражающих факторов и сохраняйте спокойствие. Скорую помощь следует вызывать в случае, если припадок длится более 3 минут, либо если он повторяется. Эпистатус – состояние, при котором один припадок начинается до окончания предыдущего. Это осложнение само по себе не проходит. Необходимо введение противосудорожных препаратов для купирования состояния. Опасность его заключается в возможности развития асфиксии и смерти от удушья. Это тяжелое осложнение, требующее госпитализации в неврологическое отделение. Также профессиональная помощь необходима, если во время приступа больной нанес себе увечье, травмировался или задыхался. Приступ случился первый раз в жизни, судороги наблюдались у беременной женщины, пострадавший – ребенок или пожилой человек. А на сегодня это все. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!